абсолютно жизненный, повседневный бизнес. Их объем продаж уже превысил $1 миллиард. А это колоссальная разница. Такова наша природа предпринимателей. Мы все время об этом думаем. Мы все время думаем о том, как сделать easy money. Здесь вы обнаружите одну очень интересную вещь. Для приобретения бизнеса, который стоит $1 миллион, $1 миллион иметь не нужно. Приветствую. Если вы владелец бизнеса, то я думаю, что это видео будет вам довольно полезным. Здесь точно есть над чем подумать. То, что я вам сегодня расскажу, это вообще не про систему управления, не про менеджмент, не про управление сотрудниками, не про то, о чем обычно я вам рассказываю в своих видео. Это несколько другая тема. Она более, я считаю, важная, она гораздо более серьезная. И если у вас есть компания, которая работает, которая сегодня вам приносит деньги, то, скорее всего, вас должно это заинтересовать. Потому что, когда мы делаем бизнес, всегда возникает вопрос, а как можно сделать какой-то серьезный, качественный скачок, чтобы выйти прям на другой уровень дохода. Когда ты зарабатываешь $500 000 в год, ты думаешь о том все время, а как сделать 5, 10, 15, 20 миллионов в год. Такова наша природа предпринимателей. Мы все время об этом думаем. Мы все время думаем о том, как сделать в 100 раз больше. Как действительно это все масштабировать. И вот в этом видео я вам расскажу, наверное, о самой реалистичной, практичной и эффективной стратегии, которая помогает как раз сделать этот скачок. Первое, на что хотел бы обратить внимание, это, знаете, такая простая вещь. Сначала, когда ты с нуля начинаешь, ты думаешь вообще, как сделать бизнес, который ты задумал, прибыльным, чтобы начать хоть что-то зарабатывать. Да? Потом ты думаешь, как этот доход увеличивать, прокачивать. И вот эта вот фокусировка на текущем доходе, она важна. Но заигравшись в эту игру на долгом, на большом промежутке времени, мы зачастую забываем о том, что есть еще важная штука – капитал. Стоимость компаний, стоимость бизнеса. Многие предприниматели об этом не думают вообще. Вчера, кстати, мы разговаривали с одним из моих друзей, и он рассматривает проект стоматологической клиники. И вот мы обсуждаем этот проект, сколько он может приносить, как он может зарабатывать, какого он должен быть размера, с точки зрения клиентуры, количества докторов. И вот когда мы это обсуждаем, мы понимаем, что, вот в таком масштабе, с таким количеством кресел, с таким-то маркетингом, этот бизнес, он может приносить $500 000 в год. И сделать это можно на протяжении 3 лет. И возникает вопрос, а сколько можно в это проинвестировать? Какие усилия, другими словами, имеет смысл в это положить, чтобы бизнес генерировал $500 000 в год? И когда мы об этом говорили, я обратил внимание, что даже предприниматель, с которым я об этом общаюсь, он не принимает во внимание один важный фактор. Такой бизнес, его стоимость сама по себе будет около $3 миллионов. То есть, реализовав этот проект, другими словами, он не просто получает текущий доход около $500 000 в год, он, кроме того, получает еще капитал, как минимум около $3 миллионов. И когда ты под этим углом смотришь, ты понимаешь, что этот проект становится намного веселее. И даже если тебе придется в это проинвестировать, и даже если твой путь к этому $500 000 в год будет дольше, это все равно имеет смысл. Потому что это капитал в $3 миллиона, который не так-то просто заработать всего лишь за 3 года. Или возьмем какой-то другой бизнес, например. Обычная компания по ремонту крыш в Соединенных Штатах. Небольшая компания среднего размера, которая создает владельцу, скажем, порядка 400-350 тысяч долларов в год. Стоимость такой компании будет примерно 1850. То есть, создав такую компанию, ты не просто получаешь 350 тысяч долларов в год дохода, ты, кроме того, еще создаешь капитал порядка 850 тысяч в стоимости самого бизнеса, плюс, естественно, там есть какие-то материальные активы, и дебиторка, и так далее, и так далее. То есть ты зарабатываешь в капитале еще $1 миллион. Естественно, здесь возникает такая идея довольно часто. Я же строю бизнес не для того, чтобы продать. Я же строю его не для продажи, я строю этот бизнес, я его создаю, я его развиваю, потому что я просто люблю,
потому что мне просто это нравится, это какая-то самореализация и так далее. Но здесь я могу вам сказать, что здесь вообще нет никакого противоречия. Наоборот, когда ты смотришь как предприниматель, как владелец бизнеса, как лидер, когда ты смотришь на свой бизнес с точки зрения капитала, я могу сказать, что в голову приходят очень хорошие идеи, очень классные идеи. Именно когда мы с моим партнером, с Валентином, начали смотреть на наш бизнес-бустер, это наш бизнес-акселератор, с точки зрения его развития, обнаружили, что есть довольно простые стратегии, которые мы можем довольно быстро реализовать, которые значительно увеличивают капитализацию. И, естественно, эти же стратегии, они помогают нам повышать доход. Ну, возвращаясь к теме бизнеса, если мы говорим о том, что наша задача как предпринимателей создавать капитал, то хорошо бы понять, от чего зависит стоимость компании. Первый фактор, естественно, стоимости бизнеса, который влияет на стоимость бизнеса, это страна и это отрасль или индустрия. В этом видео я буду говорить о земных, обычных компаниях, которые составляют большую часть экономики. То есть первое, что влияет, это, конечно, страна и индустрия. Понятно, что если бизнес находится в Соединенных Штатах, у него с таким-то оборотом, у него будет одна оценка. Если он находится в стране, у которой будущее гораздо менее перспективно или более рисково, то это будет совершенно другая оценка. Второе, от чего зависит стоимость, это тоже очевидная вещь, это от размера годовой прибыли, потому что в большинстве случаев она прямо пропорциональна тому, какая у этого бизнеса прибыльность. Скажем так, EBITDA. Чем она больше, тем, соответственно, больше стоит компания. При этом, в зависимости от страны и от рынка, и, собственно, от вида деятельности компании, есть уже определенные мультипликаторы. Например, компании, которые занимаются ремонтом крыш, вот на сегодняшний день в Соединенных Штатах, если вы хотите купить такую компанию какого-то небольшого размера, то мультипликатор 2,7. То есть, если компания приносит $300 тысяч, это маленькая, совсем маленькая компания, если она приносит $300 тысяч, соответственно, $300 тысяч умножаете на 2,7, это стоимость такого бизнеса, это вот такая реалистичная оценка. Если это компания строительная, там мультипликатор может доходить где-то 3,5-4. Если это какой-то менее перспективный бизнес, мультипликаторы другие. Но, тем не менее, для каждого рынка есть очень конкретный мультипликатор. Здесь вы обнаружите одну очень интересную вещь, что по какой-то мистической и не очень объяснимой причине есть компании, которые продаются с мультипликатором 2,7, а есть компании в этой же точно отрасли, которые предоставляют такие же точно услуги, но они продаются с мультипликатором 8. А это колоссальная разница. В целом можно сказать, что это зависит от размера компании. Но если копнуть глубже, то скорее правильнее было бы сказать, что это зависит от размера покупателя. Когда компании покупаются и продаются, это такой же рынок, как и любой другой рынок. То есть если в какой-то области рынка существует очень большой спрос и маленькое предложение, цены идут вверх. Если предложение огромное, цены идут вниз. Обычная эластичность по цене. А что касается компаний, история точно такая же здесь. То есть, если это маленькая компания, которой управляет владелец, и он это делает своими руками, то такая компания, на нее самая маленькая цена, самый минимальный коэффициент. Почему? Принцип очень простой. Кто такую компанию купит? Такую компанию может купить только предприниматель, который хочет сам управлять бизнесом. То есть, эта компания не самоходная, она не самоуправляемая. Невозможно купить эту компанию просто и получать с этого пассивный доход. Понимаете? Ей нужно управлять, и как только старый владелец оттуда уйдет, на его место кто-то должен стать. И поэтому на такие компании самые маленькие мультипликаторы. Следующая категория компаний – это компании, которые уже большего размера. Это компании, в которых уже работают как минимум десятки людей. Там построен менеджмент, там управляют наемные менеджеры и так далее. И вот на эти компании уже совершенно другая категория покупателей. Это те компании, которые интересны инвестфондам, потому что инвестфонд может купить долю в этой компании или купить эту компанию всю, и она будет приносить деньги. По опыту инвестиционные фонды, когда речь идет о такого рода сделках, они не делают покупки меньше $20 миллионов. Им просто неинтересно.
Потому что с меньшими покупками возни будет столько же, сколько и с крупными приобретениями, а доходность этой покупки будет небольшая. Получается такая интересная штука, что если компания до определенного размера, она небольшая, то мультипликаторы от прибыли у нее очень низкие. Просто по той причине, что эта компания неинтересна серьезным игрокам, у которых есть большие ресурсы, большие финансовые ресурсы. Существует еще третий вид покупателей – это стратеги, которым нужны компании для реализации каких-то своих планов. Они хотят выйти на какой-то новый рынок, они хотят расширить спектр услуг и так далее. А там мультипликаторы могут быть еще выше. Вы, наверное, слышали, вот Google покупает какие-то стартапы, платит за стартап, у которого нет ни дохода, ни прибыли, но есть какая-то годная разработка, он может заплатить 200, 300, 400, 500 миллионов долларов. Почему так? Да все очень просто. Потому что Google сам по себе – это огромная, очень дорогая компания. И они понимают прекрасно, если в нашу экосистему Google мы добавим вот такой кусочек технологии, то просто общая капитализация нашей компании Google увеличится на $1 миллиард. Но почему нам не заплатить за эту технологию там пару сотен миллионов? Это простая математика. Со стратегами какая сложность? Это трудно предугадать, потому что рынок меняется очень динамично. И если ты намереваешься в течение 3-5 лет вырастить компанию, а потом продать какому-то стратегу, и ты прямо сейчас даже нашел этого стратега, то совершенно не факт, что ты продашь эту компанию этому стратегу через 5 лет, потому что за 5 лет может поменяться примерно все. С моей точки зрения, очень здоровая, правильная стратегия – это растить компанию до такого размера, чтобы она была привлекательна для инвестфондов. Это понятно, это просто, это предсказуемо и так далее. Так вот, самая быстрая стратегия, которую я вам обещал рассказать, и это та стратегия, с которой мы сейчас имеем дело, и у нас множество клиентов ее уже начали реализовывать, это называется roll-up-стратегия. Что такое roll-up-стратегия? Roll-up-стратегия – это когда компания для того, чтобы расти, приобретает подобные компании. Компании конкурентов, партнерские компании, приобретает их, объединяет. И что происходит? Происходит магия. Понимаете? Компания по ремонту крыш, коэффициент 2,7. Приобретают десяток таких же компаний. И происходит следующая вещь, что приобретая их по 2,7, объединяя этот доход, объединяя эту прибыль, объединяя некоторые внутренние процессы, сервисы, оптимизируя их, эти 2,7 превращаются в 6-8 коэффициент. Если по цене приобретения эти 10 компаний с коэффициентом 2,7 стоили одну сумму, то после объединения, после того, как они превратились в большую компанию, более чем в 2 раза увеличивается стоимость этого бизнеса. И это не теория, это то, что происходит в области бизнеса уже на протяжении десятилетий. Последние годы к roll-up-стратегии интереса становится все больше и больше, но это не какое-то новое изобретение, это не что-то, что появилось на рынке буквально вчера. Это стратегия, которую некоторые бизнесы реализуют уже прям десятилетиями. Например, компания, одна из самых первых и знаменитых компаний, о которой все знают в этой области, это компания Waste Management. Это компания, которую основали еще в 1893 году. Они купили первый вагон, для того, чтобы вывозить мусор с городских улиц. И эта компания довольно долго существовала на одном уровне, пока в 1972 году они не начали делать роллап, они не начали покупать своих конкурентов. И к 1972 году они уже объединили 133 компании и вышли на доход $82 миллиона в год. А всего через 10 лет после этого их объем продаж уже превысил $1 миллиард. И по состоянию на прошлый год стоимость Waste Management, компании Waste Management, составляла больше $67 миллиардов. Абсолютно простой, абсолютно жизненный, повседневный бизнес. Еще один пример – это компания Chief Warehouse. Это компания оптовая торговля продуктами питания. Она была основана не так давно, в 1985 году. И в 2021 году они начали активно заниматься роллап-стратегией для того, чтобы расти. Они купили дистрибьюторскую компанию, которая находилась в Лас-Вегасе, Silver State Meats.
которая занималась, очевидно, из названия дистрибуцией мяса, мясных продуктов. В 2023 году они купили еще одну компанию, которая занималась свежими продуктами. И по состоянию на 2023 год, на февраль, у них уже было там примерно 2700 сотрудников. Стоимость компании достигла уже больше, чем $2 миллиардов. Это еще один пример такого роллапа. При этом часто возникает такой вопрос. Я не знаю, я занимаюсь там стоматологией, или я занимаюсь строительством, я занимаюсь крышами, я занимаюсь перевозками, логистикой и так далее. Но насколько для меня реально покупать какие-то другие компании? Насколько это вообще реалистичная стратегия? Это выглядит чем-то непонятным, странным и так далее. И вообще, есть ли на рынке компании для приобретения в моей индустрии? Но здесь такой, знаете, феномен, когда ты не ищешь чего-то, у тебя на этом взгляд не сфокусирован, ты обычно этого даже не видишь. Тем не менее, если говорить об Америке, сейчас вообще в Америке бум, потому что большое количество бэби-бумеров выходят на пенсии. Так вот, довольно интересная статистика, что в Штатах, это по данным Бюро переписи населения, бэби-бумеры владеют 2 миллионами 340 тысячами малых предприятий разного рода бизнеса. Представим, что бэби-бумеру надо уйти на пенсию в 70 лет. Как по мне, это довольно поздно, но тем не менее. Это означает просто математически, что каждый год в связи с тем, что им надо выходить на пенсию, на рынок попадает 123 тысячи таких компаний. 123 тысячи – это довольно большое число. В Америке у нас есть такой портал, очень классный. Называется он BizBuySell. Это портал, на который выставляются листинги компаний, которые кто-то хочет продать бизнес, его выставляют на BizBuySell. Туда попадают далеко не все компании, далеко не все сделки, потому что довольно часто, если человек хочет продать бизнес, он даже не попадает в эти листинги. Но, тем не менее, даже если взять только бизнесы, которые выставлены на BizBuySell, то в 2023 году на BizBuySell были листинги компаний, которые были проданы, в конце концов. Это 9093 компании. Только на одном портале BizBuySell. То есть, другими словами, на рынке огромное количество бизнесов на продажу. И прямо сейчас мы, кстати, помогаем некоторым нашим клиентам делать роллапы в Америке. Плюс сами сейчас начинаем делать роллапы. Мы делаем аналитику по нескольким направлениям, по нескольким индустриям. И по каждой из этих индустрий даже на BizBuySell есть просто десятки листингов. То есть, в принципе, то, что мы называем таргет для приобретения, то есть цель для приобретения, таких компаний довольно много. И есть из чего выбирать. Следующего, конечно, вопрос возникает, хорошо, я занимаюсь своим бизнесом, понятно, что у меня есть текущий доход, но навряд ли этот текущий доход позволяет мне просто взять и купить какой-то такого же размера бизнес моего конкурента или что-то в этом роде. Да, это правда. И, где же я возьму деньги? Во-первых, кстати, это тоже такое данное интересное, что в 2024 году медианная цена продажи бизнеса составила $335 тысяч. Она немножко выросла по сравнению с прошлым годом, где-то процентов на 6, но инфляция никуда не денешься. Но, тем не менее, медианный бизнес продается за $335 тысяч, то есть это не миллион. Это первый момент. Второй момент очень простой. На самом деле, для приобретения бизнеса, который стоит $1 миллион, $1 миллион иметь не нужно. В процессе приобретения компании используется так называемый seller note. Seller note – это, по сути, финансирование продавца, когда при продаже компании какую-то часть стоимости выплачивается продавцу в течение времени, обычно в течение 3 лет. Второе, обычно при приобретении компании задействуются кредиты. По крайней мере, в Соединенных Штатах с этим нет никакой сложности. По статистике, 55% продавцов бизнеса готовы давать покупателю их компании seller note. При этом примите во внимание, что основная причина, почему люди вообще продают бизнесы, это необходимость уйти на пенсию. Довольно часто это люди, у которых вообще возникают какие-то сложности со здоровьем, и они не могут дальше этот бизнес вести. Это люди, которые создали эту компанию 15, 20, 25 лет назад. То есть это бизнес
с опытом, с хорошим персоналом, с наработанной клиентурой и так далее. Но просто владелец дальше не может этот бизнес тянуть по причинам того, что человек стал уже старенький, он устал, ему надо отдыхать. Он заболел, у него возникли какие-то необходимость в лечении и так далее, он не может уже активно работать. Вот. И поэтому обычно эти люди без каких-то особых проблем идут на то, чтобы часть стоимости просто дать в рассрочку покупателю. Бывают и более выгодные условия. Иногда бизнесы продаются вообще полностью с финансированием продавца, когда продавец готов получать свои деньги в течение 5 лет. Иногда некоторые бизнесы продаются вообще практически без денег. Здесь я вспоминаю пример. Это один из наших участников нашего акселератора «Бизнес-бустер», один из наших резидентов. Он, проходя «Бизнес-бустер», естественно, привел в порядок. У него логистическая компания, это траки, это склады, это грузы и так далее. И он привел в порядок свою компанию, он ее довольно хорошо организовал, у него повысилась маржинальность, у него появилось свободное время, вдохновение. Что он сделал? Он договорился с несколькими такими же компаниями. Он показал им свои результаты, то, как он управляет бизнесом, то, как он может помочь улучшить их бизнес. И он договорился просто об объединении. То есть он объединил эти бизнесы, буквально не вкладывая ни копейки денег. Просто за счет того, что у него есть эффективная бизнес-модель. И он договорился о том, что теперь эта бизнес-модель будет распространена на все эти бизнесы, они станут одной компанией. Имеет ли это смысл? Конечно. Потому что в результате он переходит на совершенно другой уровень мультипликатора. Понимаете? То есть он переходит в категорию компаний, которые уже интересны инвестиционным фондам, каким-то большим покупателям и так далее. И, соответственно, оценка этой компании, то, что его часть бизнеса до этого слияния, она оценивалась там в $1 миллион, сразу же после слияния, после того, как объем увеличился в несколько раз, и компания стала в несколько раз больше, его капитал увеличился минимум на $1 миллион. Ну, минимум в 2 раза. На самом деле, я не буду раскрывать вам цифры, но это не в 2 раза, это намного больше. Такой пример слияния без денег. Но это редкость, такое редко бывает. Обычно все-таки компании при реализации ролл-ап-стратегии компании нужно приобретать. Понятно, что недостаточно просто быть хорошим владельцем бизнеса. Конечно, нужно немножко еще разобраться. Нужно привести в порядок свой бизнес, нужно его подготовить к тому, что к нему будут присоединяться какие-то другие подразделения. И вот тоже один из наших резидентов бустера сейчас как раз прошел этот этап. Это строительная компания. Они хотели эмигрировать в Соединенные Штаты, у них была мечта. Они, насколько я помню, один из них из области маркетинга, рекламы, второй айтишник. И они купили строительную компанию в Форт Лодердейл, здесь неподалеку. Какое-то время сначала немножко, им старый владелец им передавал дела, они немножко в этом разбирались. Потом они пришли к нам на бизнес-бустер. Около 1,5 лет мы с ними работали, помогая им построить там систему управления. Параллельно они, естественно, погружались в этот бизнес, чтобы взять на себя управление, понять, разобраться. И когда эта фаза закончилась, следующее, что они делают? Сейчас они приобретают другие компании из этой же индустрии и присоединяют к своему бизнесу. Как раз с целью создания роллапа. И идут вот именно по этому треку. То есть они договариваются с владельцами бизнеса о финансировании какой-то части. Они берут кредиты для того, чтобы профинансировать сделку. И как раз занимаются вот таким вот роллапом в своей индустрии. И я с большим удовольствием, на самом деле, им помогаю и смотрю на как это все происходит в жизни. Поэтому, как правило, для того, чтобы делать роллап-стратегию, сначала, конечно, нужно свою компанию подготовить. Потому что если в своей компании управление очень слабое, там владелец полностью в оперативке, то, конечно, не будет ни времени, ни сил такими вещами заниматься. Это нереально. Для того, чтобы такую стратегию реализовать, нужно тратить время. Нужно искать эти компании, нужно с ними общаться, нужно торговаться, нужно договариваться, нужно делать то, что называется due diligence, то есть проверять цифры, копать глубоко, строить модели, оценивать, как это повлияет в конечном итоге на бизнес. Нужно
их потом интегрировать, потому что если ты компанию приобрел, тебе нужно туда поставить менеджера, как-то подключить в общую систему управления. То есть это все требует, безусловно, усилий. Я не говорю, что эта стратегия, это прям, знаете, easy money. Что это можно делать какой-то задней ногой и не прекращая делать то, что ты делаешь и так хорошо. Нет, конечно, эта стратегия не для всех. Это правда. Она, скажем так, для наиболее подготовленных, для тех, кто уже довольно профессионален в управлении бизнесом, но эта стратегия очень реалистична, тем не менее. И именно этим я хотел с вами поделиться. Когда вы делаете бизнес, мой вам совет, смотрите не только на обычные, принятые, понятные способы увеличения дохода, такие как маркетинг, продажи, хорошее умное управление бизнесом. Держите в голове вот эту идею, что в какой-то момент, когда вы уже готовы, самый лучший, самый быстрый способ расширения, развития и наращивания капитала – это роллапы. И это очень реально. Прямо сейчас тысячи компаний этим занимаются, и они это делают как раз с целью быстрого развития, быстрого расширения и для того, чтобы в конце концов быстро мечты реализовывались. Я рассказал вам об этом для того, чтобы вы знали, что этот инструмент существует, и подумали, возможно, вашему бизнесу нужна как раз какая-то такая стратегия.